Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю, с 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие события спешат на ваш порог и с чем это будет связано. Кто или что спешит в вашу жизнь, и, возможно, это какая-то новость, информация, или по документам что-то вы затеяли, или это конкретный человек. Вот давайте с вами узнаем, а также знаки судьбы, как что вам хотят передать высшие силы, каковы вот эти подсказки, что они значат для вас. И, безусловно, останемся реалистами, поскольку любой таро, прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и вы переложите свою ситуацию на метафору карт. Каким это образом может быть вам полезно именно лично для вас. Ну и, конечно, я допускаю и то, что вообще кому-то может ничего не подойти, потому что мы все разные. Поэтому еще раз призываю, будем реалистами. Итак, неделя. События ближайшего будущего или что идет на ваш порог. В наше время, наверное, реалистом быть – это самое главное. И хочу вас пригласить прочитать статья «Лилит в Скорпионе». Это тот транзит, который пробудет практически до конца года. Он влияет на все знаки зодиака, но немножко по-разному. Вот у меня на сайте есть статья. Я оставлю ссылку в описании под видео. Поэтому в контексте не замечтаться, правильно оценить силы и методы приложения своих собственных усилий. Это будет для вас тоже актуально. И мы смотрим. Смотрю я, смотрите и вы. Ну, не замечтаться, по крайней мере, мы говорим о 7 днях. 7 дней неделя. Это для истории вообще, в принципе, меньше, чем мгновение. А для нас, людей, это уже хороший период жизни, хоть и небольшой. Маска. Это может быть как свидетельство о людях, которые вам не говорят правду. Это могут быть и люди, которые словно просто за вами наблюдают. Что там задумал человек, вы не предполагаете. Это могут быть люди, которые попросту, вы точно не знаете намерения, цели отдельной каждой персоны. Поэтому замечтаться точно нельзя. С другой стороны, ну, где-то слушайте свою, безусловно, интуицию. Хотя я могу допустить, что и вам где-то эти маски, мои дорогие, придется словно примерять на себя. Не все так однозначно. А на кону у вас личное счастье. Подкова – личное счастье, а еще прежде это был символ удачи. Ну, по поводу удачи это такое скользкое дело, но, по крайней мере, все то, что связано, может быть, с вашими близкими, с вашими любимыми, с теми, может быть, людьми, с которыми вы хотите быть, да, тут у каждого по-своему, или родственники вашего партнера, супруга, дела домашние, конкретно дом или место вашего пребывания. Вы можете как решать какие-то вопросы по документам или попросту делать жилье более комфортным. Но я тут вижу, для кого-то будут согласования, открытая книга. Это чиновники, это какие-то учреждения и инстанции. Иногда это символизирует работу. Кто-то, к примеру, конкретно будет искать работу на дому или работу онлайн, закрытый путь. Может быть и такая конфигурация, когда вам была назначена встреча, может быть, да, вы предварительно имеете запись на визит к вышестоящему лицу. И здесь это может отмениться, потому что выпадает значение «закрытый путь», «замок». Именно закрытый путь куда-то. Хотя, наоборот, какие-то вопросы ведь тут тоже могут решиться так или таким образом, когда вы и планировали, допускали, что да, нужно будет провести какие-то согласования, а может быть сам вопрос как будто нивелируется, исчезнет. И здесь у каждого по-своему. И мы ведь смотрим только на неделю. И значит, ну на этой неделе, может быть, вам будет, ну как бы и не до этого. Или вы поменяете, скорректируете свои планы. Или обстоятельства для вас прояснят какой-то вопрос. И вам уже не нужно будет. К примеру, вы могли планировать даже поход к юристу, прояснить для себя что-то. А здесь сама по себе причина тоже. Ведь этот закрытый путь тут у каждого по-своему.
исчезла причина, и вроде как идти никуда не надо. Или у кого-то это связано с поездкой, переездом, и тут вы видите, ага, тоже какой-то вопрос проясняется, и не нужно совершать этот виаж, или, может быть, не нужно вам куда-то переезжать. Здесь какие-то альтернативные варианты. Вот, кстати, вот есть такая фраза очень известная, когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Поэтому на смену какому-то закрытому пути у вас совершенно новая палитра, новые возможности. Прочный союз вам еще выпал. Это может быть прочный союз и как по делам, по бизнесу. Но это может быть, рядом у нас карта, точнее значение подковы, и у кого-то это по части личной жизни прочный союз. Пойдем дальше. Вы знаете, мои дорогие, вот когда выпадает кольцо и венок, у кого-то дело движется к свадьбе. Я понимаю, что далеко не у каждого, но для кого это актуально. Вполне вероятно, какие-то важные беседы, они у вас как раз состоятся на этой неделе. Или прояснится какая-то обстановка по личной жизни. Может быть, если была прежде ссора, тут есть возможность как раз помириться. И, может быть, если это прежде словно закрытый путь, ну, не договорились, не поняли друг друга, то, скорее всего, примириться, я так вижу, можно на этой неделе. Ну, а у кого-то конкретно, может быть, оформить отношения. Но вы, кстати, можете переживать. Череп– это наше внутреннее переживание. Это нет никакой конкретики извне, но нам может что-то казаться. Смотрим, что еще. И, к примеру, вот смотрите, закрытый путь, то, что я сказала, наверное, с известной фразой. И действительно, куда-то вы не поедете, но какой-то другой путь перед вами открыт. Или это дорога, кстати, которая с большей уверенностью, потому что у вас выпадает якорь, и стало быть, вы сами можете что-то переиграть. Собирались действовать одним образом, и здесь вы закрываете какую-то тему и видите, потому что она бесперспективна. И вы решаете, ну, как изменить несколько направления или поехать в другое место. Или, к примеру, банально, если вы действительно хотите, ну, как продаете недвижимость, покупаете недвижимость, и вы рассматривали одни варианты, вы можете от части вариантов попросту отказаться по тем или иным причинам, потому что они вам не подходят. Но тогда через какое-то время у вас какой-то более интересный путь, и более того, он словно, я бы даже сказала, по судьбе. Почему? А потому что у вас при дороге выпадает как одновременно, да, вот если мы смотрим вот эту плоскость карт, как и якорь, так еще одновременно это будет, мы можем соединить победу. Поэтому решение какого-то вопроса, но может быть и вопрос решается, но не совсем так, как вы первоначально это задумывали. Поэтому будьте гибки. Ну, где-то рассматривайте все варианты. Не отметайте только лишь потому, что вы прежде, допустим, таким методом не пользовались, не действовали. Или когда, например, вы хотите, чтобы было именно с точкой, как вы предполагали. Так вот в жизни нашей, наверное, редко бывает. Но, тем не менее, иногда мы говорим, нашла коса на камень. Вот именно из-за этого вот эта коса на камень и находит, потому что мы где-то начинаем настаивать на своем, мы становимся непримиримыми или где-то живем в прежнем шаблоне. А, повторюсь, нужно быть гибче. Сейчас, наверное, мы с вами проживаем в эпоху перемен, и из какой страны бы вы меня не смотрели, вряд ли мы можем говорить, что вокруг нас, ну, на 100% какая-то стабильность, определенность. Все равно мы чувствуем в той или иной мере, что мир вокруг меняется. Пусть это вас сейчас не затрагивает, но все равно ведь какие-то процессы, они будут продолжены. Поэтому вот эта самая гибкость, она нам во благо. И у вас, если мы говорим о том, что в нашем пасьянсе мы можем соединить верхние и нижние карты или боковые, крайние ряды, у вас тогда еще совпадает символ домашнего очага или, опять же, место вашего пребывания, конкретно ваш дом, там, где вы находитесь или там, где вы планируете находиться. И, может быть, в связи с этим, кстати, как
все то, что я говорила, да, обмен недвижимости или купля-продажа недвижимости, или ничего вы не покупаете, не продаете, а вы временно вынуждены ли где-то находиться, и вы тоже можете как бы поменять свою дислокацию, и вот этот закрытый путь это и будет как раз означать. То есть я вижу конкретно дела дома, они у вас в течение недели не на последнем месте, это факт. Но это вам во благо, мои дорогие. Поэтому если действительно как по судьбе, какой-то путь у вас закрывается, а вот кто знает, у вас еще и здесь выпадает, смотрите, одновременно ангел, как помощь высших сил. И значит, другой путь будет более предпочтительный, который ведет как и к уверенности, так и к какой-то победе. И пока я с вами говорила, я еще смотрела, что у вас совпало по вертикали, по горизонтали. И я не вижу, поэтому мы с вами идем дальше. Что идет на ваш порог? Так будет называться наша карта. Первая карта. И такой вопрос. Что идет на ваш порог? Или с чем это связано? А вторую карту мы достанем. Это как «что спешит в вашу жизнь?» Что или кто? И мы дополним значение этих карт. И следующий у нас будет называться «знаки судьбы». Знаки судьбы по тому, что идет на ваш порог. Или по какому-то первому событию. И к чему это все идет? То есть какое продолжение или какой финал, может быть, тут у каждого по-своему. И вторая карта, которую мы доставали, кто или что спешит в вашу жизнь, опять же, знаки судьбы. Это как подсказки, может быть, какой-то промежуточный вариант. И третья карта по второму варианту, чему все идет. Достанем одну карту, это как сфера ваших достижений, работы, денег, ну, может быть, и документов, и любовь, и личная жизнь. Так что уже идет на ваш порог, что пытается войти в вашу жизнь. Король мечей, может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха. И это у нас близнецы, весы, водолей. Ну, кто знает. Или попросту человек, который там имеет асцендент. Но далеко не всегда совпадает это со значениями именно астрологическими. Нет, каждая карта и больше означает энергии. И это у нас рационализм. Это те энергии, когда мы что-то делаем не просто правильно, но где-то еще и хладнокровно, сверяясь с законом. Почему по этой карте идут у нас и юристы, и адвокаты, судьи, безусловно, идут. Потому что, ну, вот есть какой-то регламент. И человек, который обозначает эта карта, он профессионал, всегда предусматривается своего дела. И он тоже, тем не менее, в каких-то рамках работает. Или в рамках закона, или в рамках своей специальности. То, что он может совершить, да. По этой карте идут и люди, работающие с металлом, у кого-то банально дома ремонт, может и такое быть, и вам нужен именно тот специалист, который умеет что-то делать своими руками, если мы говорим о металле. Ну, самые разные направления. Идут врачи, и что идет на ваш порог? Ну, врачи, и опять же, карта не говорит, что вы болеете, но есть, видимо, ряд вопросов, которые может в себе заключать, как и, кстати, высокие чиновники, представители власти, закона, охраны где-то закона, правопорядка тоже могут проходить. Люди в погонах буквально. И вот если есть такие контакты, значит, ваши действия должны быть выверены. Здесь вы не узнаете, вам как будто не раскроют всю палитру. Никто не будет задушевно говорить. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Но то, что вы себя можете подстраховать, а может быть даже, что идет на ваш порог. Карты хотят подсказать вам. Поступай правильно. Поступай, может быть, ну, где-то с оглядкой на законы, положения, чтобы в будущем для тебя не было сюрпризов только лишь потому, что ты что-то не просчитал именно на этой неделе. Поэтому вы можете обращаться как и к чиновникам за консультацией, или, как я говорила, может быть, и к врачу пойти, не потому что заболела, потому что, ну, какое-то недомогание, к примеру, присутствует, вам нужно быть более ресурсным, вы хотите о себе что-то знать наверняка. Вот это как раз те люди проходят, у которых мы узнаем что-то наверняка. Знаки судьбы. В чем они? Для чего вам такие контакты? А приготовьтесь, что действительно тут на этой неделе контактов будет много. Это могут быть контакты
с людьми, которые стоят даже выше по ступени иерархии, нежели находитесь вы. Это могут быть и чиновники, и, кстати, банки. Это может быть просто больше времени, когда вы будете с руководителем, да, если вы ходите на службу, на работу. Ну, может создаться не одна такая ситуация, когда вы больше каких-то переговоров или и обсуждений со своим руководителем или, в принципе, с руководством, может быть, и выше, можете как раз осуществлять. Но к чему идет, мы сейчас увидим, однако знаки судьбы. Первая карта нам сказала о рационализме, а вот вторая– это где-то олицетворение человека, который надеется сам на себя. Король Пентаклей– великий практик. Здесь может и быть какой-то, знаете, вопрос с конкретным человеком, который вы хотите решить. Или вопросы дома, кстати, по этой карте тоже могут проигрываться. Вопросы денег, как я уже сказала, или вашего бизнеса, работы. Может быть, просто эта карта где-то свидетельствует о партнерских отношениях, в которых вам нужно разобраться. Вполне вероятно и так. Не всегда, но тем не менее король Пентаклей может свидетельствовать о вашем супруге, например, да, или даже обратно, может быть, мы не рассматриваем по полу карту, то есть это если была какая-то история ваша семейная, или прежде, может быть, какой-то союз у вас был, а теперь, ну, вы расстались. Я могу предположить, пусть не для всех, но, может быть, нерешенные, опять же, вопросы, которые вам нужно проговорить. Или пусть вы в браке, вы в партнерских отношениях, вполне вероятно, есть некоторые детали, которые тоже нужно сделать как-то правильно или разузнать, как это сделать правильно. Но есть та палитра, которая, как знаете, ну, долженствующая. Мы не можем сделать лишь бы как или сделать как придется, а мы должны сделать наверняка. И вот знаки судьбы, ведь это карта уверенного человека. Поэтому все то, что я перечислила по этой карте, вам как знак судьбы, ты должен сделать все очень хорошо, уверенно, надежно. И к чему это все идет? К изобилию, процветанию. Прекрасная карта, девятка пентаклей, решение финансовых вопросов. Ну, может быть, у кого-то по инстанциям. Готовите декларацию, оплачивать налоги кому-то нужно, вы что-то считаете конкретно, или в банках кто-то желает погасить, например, кредит, а кто-то, наоборот, ипотечный какой-то долговременный взять, и тогда нужно все просчитать. Финансовая составляющая и законодательная. Вот явно по первому триплету это как что идет на ваш порог, или то, что вам нужно именно в этот период у вас получится как будто для себя с большими перспективами решить, согласовать или прояснить какую-то обстановку, может быть и так, или прояснить, что мне нужно делать для того, чтобы исполнить свою мечту или исполнить свое желание, или исполнить переезд, к примеру. Ну, наверное, у каждого тут своя палитра интересов, правда? Но это мы все переводим в практику и закон. И тогда к чему все идет? Если так рационально, вдумчиво. И надеюсь, кстати, на самого себя. Поэтому на пару шагов вперед видеть это хорошая практика. Тогда для вас вот эти бонусы как раз и будут. Давайте посмотрим второй триплет и кто или что спешит в вашу жизнь. Королева жезлов. Ну, кто знает, никогда не привязываюсь к астрологическим подсказкам, но тем не менее иногда это проигрывается. По жезлам, королева жезлов, это человек, и опять же, по полу тоже мы карту не рассматриваем, мы именно смотрим энергетику, в каких энергиях может быть человек. Так вот, в целом это знаки зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или человек, имеющий асцендент в одном из этих знаков, кстати, не всегда он сам знает, но кто идет по королеве жезлов? Люди самодостаточные. Человек умеет хранить тайны. И если мы смотрим на энергетику этой карты, то это кто или что идет в вашу жизнь. Это тот человек, который, ну, буквально обладает магнетизмом. Да, он на своей волне, потому что он не хочет себе навредить. Опять же, его величество опыт. Он умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И значит, бесполезно что-то выведывать, выпытывать. Нет, вряд ли. Поэтому быть где-то реалистом вас, кстати, карта тоже призывает, может быть, в таких же энергиях. Надеяться, нам ведь сказали в верхнем ряду, на самого себя. Но это может быть действительно какая-то персона в вашей жизни,
с которой вам хочется дружить, или построить бизнес, или продолжать какие-то контакты, или познакомиться поближе. Почему нет? Потому что, как я уже сказала, эти люди очень притягательные. Давайте как знаки судьбы, с чем это может быть связано. Вы знаете, тут могут проходить как обновление отношений. И правда, если была у кого-то ссора, вы можете примириться. Но это как начать с чистого листа и уже друг другу не вспоминать то, что было прежде. И наоборот, то, из-за чего, к примеру, был конфликт, или были какие-то непонятности в вашем союзе, здесь мы можем проговорить, глядя друг другу в глаза. Подсказка, кстати, если мы говорим нулевой аркан, и в этой колоде нам Чаромаркет изобразил Шута как, ну, едва ли не выше, чем аркан мага, потому что Шут у нас жонглирует всем зодиаком. Но, в принципе, это означает хаос перед началом творения. Творение еще не началось, а есть какая-то неразбериха. И для вас вот эта неразбериха это как знаки судьбы. То есть что-то будет меняться. Почему? А потому что уже происходят как какие-то перемены или как разворот колеса истории. Мы еще пока не видим дальнейшую траекторию, что же будет конкретно продолжаться. Но если в вашей жизни какая-то путаница сейчас происходит, то она завершается. И это, видимо, было совершенно необходимо, чтобы вы, может быть, историю своей личной собственной пьесы написали с чистого листа, не оглядываясь назад. А для кого-то из вас может быть и новое знакомство, причем, когда вы познакомитесь, ну, меньше всего намереваясь с кем-то знакомиться. Вот такое тоже может быть. Потому что неожиданности тоже идут по нулевому аркану. А еще идут перемещения, поездки, путешествия. Вас куда-то могут пригласить, поехать. И где-то ведь пасьянс нам уже об этом говорил. Поэтому, мои дорогие, долго не раздумывайте, собирайтесь. Кто знает, может быть и правда. Как бывает, мы куда-то отправляемся в путешествие. Кстати, мы никогда не возвращаемся такими, как прежде. Но мы смотрим на мир немножко по-другому. И возвращаемся несколько иные. И вот некоторая перезагрузка вам может быть буквально полезна. А может быть, мы встретим нужных людей. Или увидим что-то такое, что вам совершенно необходимо. Одним словом, будьте легки на подъем. И если есть еще, повторяюсь, какая-то абракадабра, может быть, в вашей жизни, но постепенно она вам открывает, может быть, как новый взгляд на мир или какую-то альтернативную возможность. И не всегда то, к чему мы привыкли, означает, кстати, эту самую уверенность. У вас ведь при дороге как будто и уверенность, и победа. Поэтому я так вижу. Если пусть не для всех, но для кого-то именно необходимость перемещения или какого-то путешествия, может быть, и далекого переезда, рассмотрите все варианты. Давайте посмотрим, к чему же это идет или приведет. А ведь и правда какое-то путешествие, поездка. У кого-то по 8 кубков самое главное, наверное, значение, когда мы ищем выход, и мы его находим. И, может быть, куда-то отправляясь, может быть, и по чиновникам, и по юристам, дабы решить какой-то вопрос. Вы все-таки его решить можете. А у кого-то это будет сама по себе поездка, перемещение. И вы можете куда-то отправиться в разведку по нулевому аркану, потому что вы еще не знаете. Или, к примеру, какой-то новый вариант ведения бизнеса с учетом изменившихся условий. Или какие-то перспективы, например, по вашему творчеству. Или вы ищете работу, и вам здесь может быть, ну, как вариант, работать там, где вы прежде не собирались. И тогда карта говорит, рассматривай, хотя бы попробуй. Но вполне вероятно, вот эта проба пера, или буквально в разведку поехать, да, увидеть все своими глазами, а кто-то в последующем решится на более длительный переезд. Ну, по крайней мере, какой-то вопрос вы можете решить. Сфера ваших достижений давайте откроем. Ну, что тут скажешь? Карта мага. Вот в эту неделю у вас время больших возможностей. И все то, что я говорила по пасьянсу, ну, наверное, по картам Таро до этого момента, карта подтверждает. Но помним, что маг– это практик. Вы тоже можете столкнуться с магами-волшебниками, ну, или банально манипуляторами. Поэтому, ну, где-то замечтаться нельзя, но и с другой стороны настаивать на своем совершенно бессмысленно. Когда мы настаиваем на своем психологически,
Это нам кажется, что мы закрываемся или мы, ну, как бы защищаем себя. На самом деле нет. Наоборот, нас видят как на ладони, что мы буквально упираемся во что-то свое, и она создает конкретное какое-то определенное мнение. Поэтому не помешайте сами себе. Гибкость вам необходима. Да, вот эта маска, которая выпадала, может свидетельствовать о том, что вы пока чего-то не видите. Вы не можете и всех людей проанализировать. Понятно, что вы не сможете э, найти полностью информацию о каждом. Ну уж точно не узнаете, что же они задумали. Поэтому, наверное, вот вашу какую-то игру, мои дорогие, или вашу цель, намерение. Здесь определенно все-таки стоит продолжать, но делать это очень осторожно, элегантно, аккуратно. Маг действует аккуратно. Когда он действует, все думают, что это они сами приходят к такому выводу, или это их собственное решение. Поэтому, тем не менее, вот такие непростые энергии вам дают практически неограниченные возможности, и это касается заработков, я именно говорю заработков. Легкие деньги опасны, помните об этом, лет на 20 по Плутону в Водолее однозначно. Поэтому тут можно в ноль все проиграть и как раз на удочку мошенникам попасться. Это я так говорю, потому что иногда мне даже пишут, выиграю я в лотерею или ну, что-то подобное. Иногда даже на почту отправляют. Я не рассматриваю эти вопросы, потому что оттолкнемся от того, что деньги нужно заработать. Я в этом абсолютно убеждена. И тут я придерживаюсь только такой позиции, и поэтому вам того же советую. Ну, вот найти варианты каких-то альтернативных заработков, то, чем вы бы не занимались. Вот это прекрасно. Кстати, по аркану маг это тоже проходит. Кто-то тут может увлечься, к примеру, такими науками, как мы говорим, духовной практики, эзотерика, нумерология, да, а вы наделены прекрасной интуицией. И кто знает, может быть, вы тут тоже что-то такое создадите. Но и на последующий период для вашего знака зодиака, даже для тех, кто ведет бизнес, тут может быть очень хорошая перезагрузка, особенно с учетом, когда летом Юпитер войдет в первый дом вашего гороскопа. Это будет в 25 году, в 26-м. Юпитер останется еще как бы в вашем знаке зодиака, но перейдет уже просто во второй дом гороскопа. И это дом денег, финансы. Поэтому как минимум на пару лет вперед быть оптимистом определенно стоит. Но это время самореализации, а не пустых надежд. Поэтому я думаю, даже не зная карт по аркану мага, вы понимаете, что действительно время больших возможностей. И на личную жизнь, опять же, не про любовь. Может быть, какое-то партнерство, да, хоть нам и говорили, кто спешит, и люди притягательные. Вот есть какой-то человек, который либо вам может быть полезен, вы его так можете рассматривать, или на личную жизнь, как поддержка партнера, может быть и так. Тут действительно какая-то поддержка по шестерке пентаклей есть. Нам как словно высшие силы, ангелы помогают, и поэтому точно, мои дорогие, как минимум один человек в вашем окружении, который может подставить свое надежное плечо, это присутствует. По этой карте мы можем решить финансовые вопросы, даже если есть какая-то, повторюсь, ну как проплата, которую вам необходимо срочно делать, а ваши, к примеру, деньги задерживались. Но о чем нам говорит еще эта карта? Это карта финансового успеха. И у вас тот период, в эти 7 дней, когда вам нужно аккумулировать средства, не рассредоточить их, не раздробить. Эта карта работает как бы в одном направлении. Когда вы более внимательны или словно мы, ну, наверное, в одну кубышку все складываем где-то так, не позволяем себе каких-то ненужных трат, тогда нам это для чего-то как и нужно, так и нам это во благо. Но эта карта еще и также говорит, обратите внимание, руки тянутся. У вас могут попросить долг. И вы ресурсны, мы уже об этом говорили. Или вы буквально можете получить, кстати, на этой неделе какую-то крупную сумму денег. И, может быть, об этом кто-то знает. Или это будут считывать по вашему лицу. Кто знает. Вы ведь тоже можете столкнуться с магами, волшебниками или манипуляторами. Так вот, деньги в долг не даем. Либо вам не вернут этот долг, либо вы не скоро увидите.
эти деньги. Поэтому на предмет расходов будьте внимательны. Или когда вы подписываете какие-то документы, которые в конечном итоге тоже сводятся к вашей ответственности, может быть, банковой ответственности, или вы берете за кого-то поручительство. То есть рационализм и деньги, да, как мы с вами в самом начале расклада Таро сказали, это действительно в основе всего. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.